Команда протоцивилизации исследовала 3 очага древней культуры на территории современной Индии. Была проведена подробная видеосъемка объектов, поверхностей, стыков и следов от инструментов с целью обнаружить соответствие либо противоречия с официальной историей. Также мы изучили геологию региона и прочностные характеристики пород камня, использованного в качестве основного строительного материала. И в этой области получили самые любопытные результаты. Могли ли наши предки много сотен лет назад использовать технологию размягчения природного камня для его обработки ручным инструментом? Современная наука не знает ни единого способа сделать подобное, но обо всем по порядку. Итак, в ближайших сериях мы рассмотрим в мельчайших подробностях гранитную столицу средневековой империи Виджаянагара в Хампи, тысячелетних изящных статуй храмов династии Хойсала в Белуре и гигантский храмовый комплекс Эллоры, построенный весь из цельного куска базальтовой скалы без единого блока. С вас лайк и подписка, а мы начинаем с Хампи. Друзья, у нас сейчас в обработке находятся трехмерные модели около 50 объектов из Индии, Египта и Санкт-Петербурга. Это огромный объем точнейшей информации, полученной с помощью самого современного лидара, скоро будет доступен для всестороннего анализа, а полигональные модели будут выложены в открытом доступе. Облако данных, например, этого храма, состоит из более миллиарда отсканированных точек. Каждая точка содержит координаты в трехмерном пространстве и цвет. Погрешность измерений всего несколько миллиметров на 25 метров. Поэтому эти модели позволяют снимать размеры объектов, рассчитать пропорции, объем, изучать внутреннюю структуру, делать срезы в любой плоскости, сравнивать отдельные элементы здания, например, колонны, и многое другое. Так что проверьте подписку на канал, включите колокольчик для оповещения о новых выпусках, чтобы не пропустить самое интересное. И напишите комментарий о том, как бы вы использовали такую возможность и модели каких объектов вы хотели бы изучить. Привет, друзья! Вы на канале Протоцивилизация, с вами Михаил Гейко, и сегодня мы находимся в Хампи. Хампи или Хампе, также называемый группой памятников Хампи, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенным в центральной Карнатаке в Индии. Хампи был столицей империи Виджаянагара с 1336 по 1565 годы нашей эры, когда она была заброшена. Это был укрепленный город. В хрониках, оставленных персидскими и европейскими путешественниками, особенно португальцами, говорится, что Хампи был процветающим, богатым и величественным городом у реки Тунгабхадра с многочисленными храмами, фермами и торговыми рынками. К 1500 году Хампи Виджаянагара был вторым по величине городом в мире после Пекина и, вероятно, самым богатым в Индии в то время, привлекая торговцев из Персии и Португалии. Империя Виджаянагара потерпела поражение от коалиции мусульманских султанатов. Его столица была завоевана, разграблена и разрушена армиями султаната в 1565 году, после чего Хампи остался лежать в руинах. Руины занимают площадь более 4000 гектаров и были описаны ЮНЕСКО как строгие и грандиозные объекты с более чем 1600 сохранившихся останков последнего великого индуистского королевства Южной Индии, которое включает в себя форты, прибрежные сооружения, королевские священные комплексы, храмы, святыни, залы с колоннами, мандапы, мемориальные сооружения, водные сооружения и другие. Название произошло от старого названия реки Тунгабхадра, которая называлась Пампа, поэтому имя Хампи является английской версией канадского имени Хампи. Да, канадского, вы не ослышались. Язык в штате Карнатака называется Канада. Индия – это невероятный суп из 447 языков и более 2000 диалектов. Официальное признание в конце прошлого века получили лишь 22 языка, а на государственных хинди и английском не говорит большая часть населения страны. Языки сильно отличаются и по звучанию, и по написанию, и люди просто не понимают друг друга, попадая в соседний штат. Синоним Хампи, традиционно известный как Пампа-кшетра, происходит от Пампы, другого имени богини Парвати. Согласно мифологии, дева Парвати решает выйти замуж за одинокого аскета Шиву. Ее родители узнают о ее желании и отговаривают ее, но она преследует свое желание. Шива погружен в йогическую медитацию, не обращая внимания на мир. Парвати обращается к богам за помощью, чтобы разбудить его и привлечь его внимание. Индра посылает Камадеву, индуистского бога желания, эротической любви и влечения и привязанности, пробудить Шиву от медитации. Кама достигает Шивы
Шивы и выпускает стрелу желания. Шива открывает свой третий глаз на лбу и сжигает Каму дотла. Парвати не теряет надежды привлечь Шиву. Она начинает жить как он и заниматься той же деятельностью, аскетизмом, пробуждая его и привлекая его интерес. Шива встречает Парвати в замаскированной форме и пытается отговорить ее, рассказывая ей о слабостях и проблемах личности Шивы. Парвати отказывается слушать и настаивает на своей решимости. Шива наконец принимает ее, и они женятся. Позже Кама был возвращен к жизни после свадьбы Шивы и Парвати. Согласно Стхала Пуране, Парвати или Пампа вела свой аскетический образ жизни йогини на холме Химакута, ныне являющемся частью Хампи, чтобы вернуть аскетического Шиву к жизни домохозяина. Шиву также называют Пампапати, что означает «муж Пампы». Река возле холма Химакута стала известна как река Пампа. Санскритское слово «пампа» трансформировалось в канадское слово «хампа», и место, где Парвати преследовала Шиву, стало известно как Хампе или Хампи. Шива и Парвати являются центральными персонажами санскритских эпосов. При этом Шива буквально означает «ткач», а одно из значений слова «Парвати» – «гора» и «горный ручей». Для знатоков славянских языков это сочетание Шива-Парвати может показаться интересным. Ведь горы выглядят так, будто их порвали на части ручьи. Слова «порвать» и «сшивать» являются антонимами в славянских языках. Но славяне никогда в официальной истории не контактировали с Индией и, соответственно, не имеют и малейших причин иметь общие лингвистические корни. Но таких совпадений множество. Чего только стоит чисто санскритское древнее слово «балаваста», которое означает детство, юность, силу и мощь одновременно. Об этом мы подробно поговорим в одном из следующих фильмов. Дайте знать лайками и комментариями, что вам это интересно. А пока возвращаемся в Хампи. И первое место – это древний акведук. И нам с вами интересно в этом месте будет рассмотреть те разрушения, которые еще не успели здесь никак собрать и восстановить. То есть, как акведук рухнул, так он и лежит до сих пор. Древний акведук, где-то 15-16 примерно век, я хотел бы обратить внимание на способ кладки. Это индийский способ кладки, который подразумевает соприкосновение камней по очень хорошей линии, но совершенно произвольной формы. То есть здесь нету никаких плоскостей. Это можно сравнить с зубами в стоматологии. Когда тебе нужно сделать прикус, у тебя есть некий профиль нижней челюсти, и вот ты накладываешь на него верхнюю челюсть. Естественно, каждый элемент нужно подпилить, поддолбить, чтобы они достаточно плотно прилегали. И второй момент, который нам здесь с вами покажется интересным, это то, как залегают местные породы. Я стою сейчас на 100% граните, и акведук, кстати, на нем стоит тоже. Но, тем не менее, буквально в 15 метрах от меня проходит линия, которая разделяет весь этот массив основания на две части. С одной стороны гранит, а с другой стороны мы пока даже не знаем, что. Поэтому просим совета геологов. Если вы знаете, что это такое, пожалуйста, напишите в комментариях, помогите нам, мы знаем далеко не все. Позже мы покажем и другие особенности геологии этого гранитного региона, где слои в земле встречаются не вертикально, как мы привыкли, а горизонтально. При этом порой они имеют удивительную форму, которую сложно ассоциировать с 4 миллиардами лет хаоса, в котором образовывалась наша планета. Вот я сейчас прям стою на той самой горе обломков, которая некогда была акведуком. Но я от акведука в добрых 10-15 метрах, а обломки простираются от меня еще на 10 метров. И с другой стороны от акведука ничего нет вообще. То есть мы понимаем, что вся вот эта махина, очень прочная махина каменная, акведука, вся упала сюда. И не просто упала, а упала сильно, так что ее размазало по всей долине. Никто это пока не убирал. Посмотрим с дрона, как же это выглядит. Нам так и не удалось определить, откуда осуществлялась доставка воды в город с помощью этого акведука. Он выглядит достаточно отрешенно в этом месте, как будто бы водный путь так и не был закончен. Возможно, что эта массивная конструкция была обрушена потоком воды во время одного из наводнений, которые происходят в сезон дождей. Но также есть гипотеза, что некоторое катастрофическое событие в не столь давнем прошлом изменило климат как минимум в северном полушарии. Это прекрасно ощущается в занесенных толстым слоем снега античных руинах Турции. Возможно, до того климат был более сбалансированным, и вода в этом акведуке не пересыхала зимой,
и не заливало все вокруг летом. Кстати, в 50 километров от акведука есть еще одно странное геологическое образование. О нем чуть позже. Ну что, друзья, мы доехали до самого центра Хампи. Самое сердце. Рядом с нами находится главный храм, свечка. Все вокруг нас в каких-то то ли руинах, то ли еще что-то. А я хотел обратить ваше внимание, 6 лет назад я здесь был последний раз, и тогда я говорил, что, скорее всего, вот эти кривые, то, что называется маркетом, строятся прямо сейчас. Сенсационная находка. Это просто парни взяли и вот так построили. Здесь лежит плита основания. Плита основания не ушла, угла 90 градусов нету. Плита, на которой стоит эта колонна, горизонтальная. Поднимаемся дальше. Как же у нас повело, интересно, в результате заваливания всей этой конструкции? Это соединение у нас не разрушено. Промежуток отсутствует. Дальше отсутствует. Блоки крыши стоят абсолютно вертикально и абсолютно горизонтально. Они строят из гранитного какого-то лома. Они строят изначально, говорит, парни, постройте криво. Нам нужно, чтобы это все было криво. Потому что мы скажем, что этому ядрен батон 600 лет. Вот вам одна из версий постройки этого замечательного торгового центра. И как видите, я нисколько не ошибался. Они действительно строятся прямо сейчас, и скоро они здесь будут 2-3-этажные, но тем не менее, имеют ли они какое-то отношение к древности? Вот в чем вопрос. Ну что, друзья, центральная свечка центрального храма. И сразу обращает внимание на то, что каменная она только, так сказать, по пояс. Все, что находится выше, включая эти скульптуры, все, что покрыто штукатуркой, скорее всего, сделано из кирпича. Но мы еще это поточнее уточним. Несмотря на то, что достаточно тонкие камни использованы в облицовке, тем не менее мы видим, что технология укладки та же самая. Никаких ровных линий, при этом идеальное прилегание. Вот здесь вот наиболее хорошо это видно. Вот прям зерна нижнего камня сталкиваются с зернами верхнего камня через тоненькую ниточку. И все это собрано в громадину стены, и таких стен здесь многие-многие километры. А блоки все-таки не маленькие. Вес каждого минимум тонна. Вот это место, смотри, давай тоже покажем, чтобы просто наглядно было, о чем идет речь. Что я подразумеваю под нелинейной кладкой камней произвольной формы. Здесь водный резервуар есть, и интересно его посмотреть на предмет того, что с рекой он как-то соединяться же должен был, по идее, да? Хотя сейчас река гораздо ниже находится.
Возможно, раньше она была повыше. Ну, хотя на первый взгляд это, конечно, максимально кривое из минимального размера камней. У меня лично возникает ощущение более поздней постройки, уже когда технологий укладки вот такой аккуратной, здоровых блоков не было. И приходилось брать блоки более понятного человеческого размера. Причем не везде, что интересно. Вот я сейчас стою на очень крупном блоке, абсолютно аналогичном с кладкой стены. И видно, что вся эта сторона собрана из таких блоков. В остальных 3 стенах нет ни единого похожего камня. Что-то здесь не то. Что-то здесь было раньше, вот эта часть, а все остальное достраивалось уже позже. И, возможно, даже в какое-то не очень давнее время. Скорее всего, это по уровню реки. Здесь вода из подземных источников каких-то поступает. В кладке есть блоки, на которых есть какой-то инородный орнамент. О чем это нам говорит? Всегда это говорит нам о том, что блок этот был взят из какой-то другой кладки, там, где этот орнамент приходился в пору, и потом он был перемещен. Вон он лежит, хорошенький такой. Вроде как ничего серьезного, но тем не менее улика, говорящая нам о более поздней сборке этой стены. Ну что, друзья, как вы считаете, это камень все или штукатуренный кирпич? Пока мы это еще не выяснили, у вас есть шанс написать в комментариях, правильно угадать и, может быть, даже получить какой-то приз, почему нет? Самое интересное, что мне кажется есть в этом храме, это изображение и лица. Почему? Потому что лица здесь делятся на 2 категории. Ну, я делю так, это все мое личное мнение, я не претендую на то, что оно хоть как-то соотносится с реальностью, но посмотрите сами. У нас есть древние изображения и есть новодел. Конкретный новодел можно увидеть, например, вот здесь наверху. Вплоть до того доходит, что помимо изображения совершенно типичных местных жителей, здесь еще присутствуют и какие-то херувимы. Я не исключаю влияние западной культуры. Скорее всего, реставрация была в середине 20 века этого места. Но, что интересно, по всему периметру мы видим вот этот так называемый мною, опять же, новодел. И везде здесь есть усы, глаза, прически, в общем, все те самые отличительные особенности современных индусов из Болливуда, которые мы видим каждый день. И хочется подумать, что так-то оно и везде. Но нет. Вот есть древние изображения, так сказать, с недобитыми носами, поскольку везде здесь хоть раз, но по носу ударили. И мы видим, что на индусов они не похожи вообще. На кого? Ну, здесь уже надо думать. Мне кажется, что-то монголоидное. Возможно, что-то, ну, явно более азиатское, более какое-то китайское, тайское, там, я не знаю, малайзийское, но никак не местное, потому что разительно отличается. Вот еще одно тоже. О, смотри, как красиво ползут. Вот. Здесь. Очень разумные животные, общительные и не неприятные. Значит, второе изображение
как раз мы-то будем собирать их большую коллекцию еще. И будут они у нас не в граните, еще будут в базальте и в гораздо лучшем качестве. Но просто присмотритесь к чертам их лиц. Кого вы узнаете там? Жители какой части нашей планеты мерещатся вам вот в этих статуях? Пишите в комментариях. Я хочу вступить в взаимодействие вот с этой мадам. Тут тоже можно посижу. Привет. Не хочется пообщаться, там, поиграть как-нибудь? Бананы, я смотрю, вас не привлекают? Привет. Да вообще по барабану ей, да? Привет. Не хочет. Ну ладно, хоть не бросается, и на том спасибо. Миролюбивые животные, не стоит их бояться. Классная вещь, кстати, долговечная и очень тяжелая. Тонну не меньше горшочек этот весит. И, кстати, такой здесь один, больше я не видел. А теперь пойдемте покажу вам самую центральную часть храма. Это массив, который, вот мы с вами видели недавно стены, да, которые, когда я говорил, сложены как зубы, примыкают друг к другу камни. А теперь мы увидим целый гигантский массив стен. Здесь, по правую сторону от меня, центральная часть храма, которая вся выполнена вот этой техникой челюстей. Давайте называть ее челюстной техникой. Внутри нее находится там сакральная часть, там нельзя снимать, мы уже там были, там, в принципе, ничего особо интересного. Просто гора серебра, и что-то под этой горой, вот, значит, священное спрятано прямо вот за этой стеной. Это находится. Но я хотел показать вам не это, а оцените просто весь массив вот этого гранита. И помните о том, что это не обычная кладка, что здесь использованы не кирпичи, а камни, у которых нет принципиально никаких ровных, плоских сторон. Все стороны здесь уникальной формы. И здесь мы видим невероятное просто количество уложенных подобным образом блоков. Вся вот эта махина внутренняя сделана по такой технологии. И весь, в принципе, город этот, он огромен, километров 10, наверное, в диаметр. Все сделано, почти все, сделано именно по такой технологии. В нашем понимании, в логическом, это невероятно трудоемкий процесс. रुचिर चाँपने सुहग सिराय मेचक कुंचित केस रामा नखचिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश मंगल भवन मंगल हारी सुदशरथ अजिर बिहारी देखन नगर भूप सुत आई समाचार पुरवासिन पाए। Друзья, здесь мы уже были, повторяться сильно я не буду, только хочу обратить ваше внимание на способ кладки камней. Вот это 16 век, да, казалось бы, ничего слишком древнего, следы от инструмента все налицо, но тем не менее камни здесь соприкасаются в 4 как минимум плоскостях из 6 по сложной геометрии. Это можно сравнить с прикусом, то есть каждый камень здесь не имеет никаких абсолютно ровных линий. Точно так же, как изгибается нижний, ту же самую линию повторяет и верхний камень. Поэтому исключаем сразу все вот эти нелепые бетонные технологии. Все остальное. Это можно было делать только камень за камнем. При этом вот этот нижний камень на
90% состоит из кварца, одного из самых твердых минералов на планете. И видите, выпуклая часть. Здесь она не вызывает у нас никаких противоречий, но, например, давай пойдем чуть-чуть сюда. Таких камней с выпуклыми элементами здесь достаточно много. И на некоторых из них мы можем до сих пор видеть следы от карьерной выработки. Как, например, вот. То есть вот так камень вырабатывался в карьере. Здесь, соответственно, проходил скол. Откуда толщина для змеи? Совершенно непонятно. Здесь не должно быть никакой экстра толщины. Мы видели, что камни в карьер скалываются весьма прямолинейно. Но тем не менее. То есть либо они брали просто такие криво отколовшиеся камни и доделывали их, либо что-то иное было задействовано. А здесь совсем толстый, смотри-ка. Да, то есть вот этот массивный камень весом больше 2 тонн, 2-3 тонны примерно. И вот опять следы от карьерной выработки. Вот идет, видимо, карьерный скол, откуда лишние 10 сантиметров здесь возникло. Да, еще нужно сказать, что вся эта стена имеет в толщину примерно 1,5 метра. Мы обязательно посчитаем вес погонного метра этой стены и тот вес, который нужно было применить, чтобы подобную стену обрушить. Потому что если в этом храме стены целые, то вокруг этих стен здесь многие километры. И во многих местах они пробиты якобы какими-то вот подручными средствами, типа бревен и слонов. Но, как мне кажется, пока, на мой неискушенный техническими знаниями взгляд, слонов и бревен здесь должно было явно не хватать. Это гранит, между прочим. Будь здоров, какой гранит. Один из самых твердых. А вот это использовалось явно для вращения. И здесь, кстати, есть остатки металла еще внутри. Немножко вот ржавчины видно. Между прочим, центр смещен здесь. Вот это очень странно. По идее, вот эта штука должна быть точно по центру, но она сдвинута, причем сантиметров на 5, наверное, сдвинута относительно центра всей этой конструкции. Это может означать только то, что она крепилась на какой-то диск крепления, где все-таки геометрический центр находился здесь, а крепление камня было чуть смещено. Но почему так делалось, нереально представить. Вот здесь так не выражено, вот здесь прям в центре находится, а там все-таки не в центре. Насколько было не критично соблюдать центровку, тоже мне непонятно, потому что с моей точки зрения это все очень важно. То есть если вот это квадратное отверстие не будет в центре этих окружностей, значит оно не могло и использоваться как фиксатор. Какая-то такая, пусть кривая, но мысль посетила меня. Я совершенно не игрок, но вообще удивительно, да, что гранит может издавать какие-то звуки. Мы к этому не привыкшие. Еще и разные звуки. Говорят, будто для этого нужно изменить кристаллическую структуру самого камня. Проверить мы это, к сожалению, не можем. Для этого нужно было бы кусок колонны отправить в НИИ. Но это страшное преступление, на которое мы не пойдем. И предположительно во всем этом зале собирались люди. Внизу, возможно, они плясали, а здесь, наверху, они вот такими палочками и исполняли какие-то композиции. Благо они могли, несмотря на то, что это все гранитный монолит, причем монолит, вся эта конструкция
сделана из одного камня. Каждая колонна, точнее, каждый вот комплекс, вот этот мини-комплекс колонн сделан из одного камня, снизу и доверху, то есть вот до сюда. Уникальная конструкция. Здесь тоже, кстати, очень мощные камни вкладки. Все в резьбе, все музыкальное, сплошная музыкальная тема здесь изображена. Люди, полубоги, демоны какие-то. Все либо танцуют, либо играют. Танцуют, играют и молятся. Вот 3 главных сюжета композиций, изображенных в этом храме. Сейчас, конечно, здесь поскромнее все, но, в принципе, продолжается. И вот еще один фрагмент того, что следовало бы назвать Жорнов, да, но, тем не менее, понятно, что это не он. Вот что он здесь делает в этой стене. Непонятно совершенно. Он здесь один такой. Нет, вот еще, смотри. Причем здесь поверхность криволинейная. Она не выровнена в плоскость в одну, а вот здесь она выпуклая, например, а здесь, наоборот, уходит в плоскую. То есть какой-то резец здесь ходил как грамм-пластинка, обладающий прижимной силой, не выравнивающий все как тарелку, а именно сохраняющий некий такой вот плюс-минус естественный рельеф. Здесь он больше проступает, здесь значительно меньше, больше похож этот кусок на тарелку. Но, тем не менее, даже вот этой небольшой части достаточно, чтобы понять принципы действия инструмента. Вот еще куски, смотри, лежат. Их просто стащили сюда, а так. Это вообще полированный. То есть здесь были когда-то царапины, но они стерлись в процессе жизнедеятельности. Это мог бы быть Жорнов, если бы не, конечно, вот эта вот криволинейность его. На следующий день мы решили отправиться осмотреть ту геологическую структуру, которая находится недалеко от Хампи. Но сначала буквально пару слов о передвижении по Индии на автомобиле. Это сложно. Не пытайтесь, если у вас нет опыта. Лучше наймите водителя, благо такая услуга здесь доступна и стоит даже меньше, чем аренда самого автомобиля. Правил дорожного движения в Индии нет. Точнее, они есть, но не используются. Главная дорога, помеха справа, соблюдение рядности движения и все остальное – это отличные правила. Но если руководствоваться ими на перекрестках Индии, то, боюсь, проблем не избежать. С моей точки зрения, рабочих правил в Индии 3. Первое правило – ни в кого не врезайся. Это значит, что нужно до последнего избегать столкновения, и не важно, кто прав, а кто не прав. Если вам в лоб вылетела встречка и врубила дальний свет, уходите на обочину. Летит на перерез со второстепенной – притормози. Убедись, что тебя пропускают.
либо пропусти сам. Гордые и правые часто покидают здешние дороги вперед ногами. Помните об этом. Второе правило. Берегись тяжелых. Это значит, что если ты на автомобиле, можешь расслабить шею в потоке двухколесников. Они сами будут тебя бояться как более тяжелого и всячески обтекать. Но если рядом большегруз, то лучше лишний раз обозначиться, что да, ты, малыш, такой здесь есть. Поморгать дальним светом и посигналить будет абсолютно уместно в любое время суток. На всех грузовиках сзади так и написано «Horn OK please», что означает «дудите, пожалуйста, мне нормально». И поверьте, лучше обдудеться и обморгаться, но остаться целым, чем попасть в жутчайшую индийскую статистику по ДТП, будучи абсолютно и кристально правым. Ну а если ты двухколесный хрустик, то бойся всех без исключения. Да, и собак, и кошек, и крыс, и даже тараканов, если их внезапное появление может заставить тебя сделать резкое движение на дороге. Правило третье. Никаких резких движений в потоке. Практика показывает, что если ты все делаешь плавно, но настойчиво, то разруливается практически любая ситуация. Проезжается любой перекресток, попадается на любой съезд. Давай бушующему вокруг хаосу секунду-другую, чтобы подготовиться принять тебя. И ты будешь принят. Он расступится перед тобой и сомкнется за твоей спиной, как в сказке. Любые резкие движения в таком плотном и непредсказуемом потоке крайне опасны. Если ваше поведение за рулем сильно отличает вас от Будды, поберегите себя и пассажиров, воспользуйтесь такси. И будьте осторожны с Google картами и прочими навигаторами. Они тоже могут стать источником неслабого стресса, как, например, в этой ситуации, когда проложенная ими дорога сначала плавно сужается, потом сужается еще сильнее, а за тобой толпа мопедов и мотоциклов, все гудят, торопят, и ты думаешь, что можно, ну наверняка можно здесь просочиться, а нет. Эта дорога только для двух- и трехколесников, чего ты, конечно, знать не мог. Задний ход в Индии – такое ощущение, что большая часть водителей даже не знает, где включается. А поэтому ответом на твои загоревшиеся фонари сзади будет лишь неизменный вой клаксонов и больше ничего. Так что в этот раз мы как-то выкрутились, благо повреждений ни у кого почти не осталось. А мелкие повреждения тут вообще повреждениями не считаются. Бампера созданы для того, чтобы ими биться, так сказать. И за царапину даже не думайте начинать какие-то разбирательства. Итак, вернемся к геологической структуре, которая простирается на 40 километров в длину, имеет в самой широкой части 15 километров в ширину и состоит из весьма асимметричных возвышенностей высотой до 450 метров. А еще внутренняя полость находится на той же высоте относительно уровня моря, что и внешняя. Самая любопытная часть этой возвышенности находится в центре. Это отдельно стоящий холм, на котором ведутся мощнейшие карьерные разработки. Уже на подъезде по почти бордовому цвету грунта стало понятно, что они здесь добывают. Это железо. Да, железо в почве здесь столько, что если уронить на землю магнит, очистить его можно будет только с помощью специального оборудования. Сотни самосвалов везут руду с вершины холма на несколько крупных металлургических предприятий, расположенных вокруг. Проложен даже конвейер. Конечно, первое, что приходит в голову, что это импактный след от крупного метеорита, который ударил по касательной и углубился в толщу земли. Когда это могло произойти и какие вызвать последствия для человечества, неизвестно. После изучения более 150 древних руин на территории современной Турции, мы пришли к выводу, что климат в этой местности изменился. Об этом красноречиво говорит слой снега, покрывающий зимой почти все, что отстоит от побережья Средиземного моря. При полном отсутствии даже намеков на какое-либо отопление в холодных каменных зданиях с арками, колоннами, огромными оконными проемами и другими атрибутами жизни в вечном тепле. В то же время многие некогда портовые города теперь находятся на десятки километров дальше и десятки метров выше моря. Как, например, здесь, рядом с Бодрумом.
А здесь, недалеко от Каша, дайверы нашли город с вертикально стоящими до сих пор колоннами на глубине более 40 метров. Официальная история гласит, что более 10 тысяч античных городов погибли в разное время и по разным причинам. Где-то наводнение, где-то землетрясение, где-то непобедимая толпа казапасов. Все что угодно, только не глобальный катаклизм. Но не все здесь соответствует последствиям взрыва огромного железного снаряда. Например, точно та же река Тунгабхадра протекает себе спокойно по равнине сквозь эти холмы так, как будто их здесь нет, да и не было никогда. Хотя вода не проходит сквозь препятствия, а огибает их. Возможно, именно здесь происходили события Махабхараты, ведь эта геологическая структура, помимо прочего, очень похожа на священный Шива-лингам. Ждем комментариев на эту тему, вернемся к ней в будущем, а пока продолжим. Смотрите, друзья, как здесь выглядит порода. Возможно, вот это, которую добывают, но это прям слои, причем очень контрастные слои. Прям ярко-красный, белый, черный. И он, действительно черный. Не серый, а прям цвета черноты. Друзья, мы пытаемся выехать из... Я буду продолжать называть ее загадочная структура. Вон там прямо за мной находится выезд, там течет себе спокойненько река. Мы, естественно, понимаем, что река не могла проделать ход сквозь стену фактически, сквозь вот эти 350-метровые горы. Но, тем не менее, проход есть, вода течет, а мы увидели прямо рядом с дорогой вертикальную полосу, вот эту очередную, и остановились, ищем сейчас в кустах, где она, что она вообще такое. Очень интересно.